Чтобы оформить на работу иностранцев, работодателю из России нужно пройти сложнейший бюрократический квест. Кому приходилось получать квоту, собирать 15 документов для разрешения на работу и проходить собеседование в МВД, тот поймет. Но есть один способ упростить прохождение квеста – взять на работу высококвалифицированного иностранного специалиста. Высококвалифицированным специалистом считается любой иностранный работник, который получает зарплату от 2 миллионов рублей в год. Других требований нет. Если вы готовы платить сотруднику 167 тысяч в месяц, вы можете устроить его на работу как высококвалифицированного специалиста. Вместо длинного термина «высококвалифицированный специалист» для простоты часто применяется сокращение ВКС. Мы тоже будем им пользоваться. Основное преимущество оформления ВКС для работодателя – это простая и быстрая процедура получения разрешения на работу и рабочей визы. Не нужно оформлять квоту и разрешение на привлечение рабочей силы. Список документов для оформления сокращен, а весь процесс занимает не больше 1 месяца вместо 3. Есть и несколько дополнительных плюсов в оформлении ВКС. Например, в разрешении на работу можно вписать несколько регионов РФ. Срок действия разрешения и визы достигает 3 лет, а продлить их можно без выезда из страны. Разрешение на работу для ВКС оформляет МВД. Список необходимых документов есть у нас на сайте в разделе «Как оформить на работу ВКС». Если заявление написано правильно, пакет документов подан в полном объеме, а в самих документах нет ошибок, МВД примет ходатайство и выдаст подтверждение. С этим подтверждением можно сразу оформлять рабочее приглашение, пока разрешение на работу еще не готово. Разрешения будут оформлять в течение 14 рабочих дней, а рабочее приглашение – 15 рабочих дней. С готовым приглашением иностранец за границей оформляет рабочую визу сразу на весь срок разрешения на работу, то есть до 3 лет. Это еще одно преимущество ВКС. Ему не нужно будет продлевать визу по приезде в Россию, и готовое разрешение на работу он может забрать лично в МВД. Все это звучит гораздо проще, чем трудоустройство по квоте или по внеквотной процедуре, но на практике у неподготовленных людей часто возникают сложности. Например, в процессе выясняется, что нужно не только оформить полис ДМС, но и предоставить заверенную по месту работы копию. Еще оказывается, что если ВКС приезжает из миграционно опасной страны, то необходимо присутствие генерального директора компании на собеседовании в МВД. И важно не забыть подать уведомление о приеме на работу высококвалифицированного специалиста. Нам хорошо знакомы все нюансы оформления виз для ВКС. Обращайтесь к специалистам TravelMart, чтобы сэкономить нервы, силы и время. Мы грамотно подготовим и подадим документы, оформим приглашение и сопроводим иностранца в МВД для получения разрешения. С нашей помощью вы сможете оформить ВКС на работу легко и с гарантией.